1908 году компания International Harvester выпустила свой первый трактор International Harvester Type A. При мощности в 12 лошадиных сил он весил более 4 тонн и плохо подходил для полевых работ. Но именно с этой модели началась тракторная история одного из сельскохозяйственных гигантов 20 века. Друзья, всем привет! Это 38-й выпуск серии Pro, и сегодня мы знакомимся с первой серией тракторов компании International Harvester Type A, Type B и Type C. Но прежде чем мы начнем, я хочу обратиться к истории. Компания International Harvester была образована в 1902 году в Чикаго, США. Это был результат слияния нескольких производственных компаний, специализировавшихся на сельскохозяйственной технике. Основными участниками стали основанная в 1847 году McCormick Harvesting Machine Company и ее главный конкурент, работающий с 1870-х, Deering Harvester Company. Также в состав International Harvester вошли Milwaukee Harvester Company, Plano Manufacturing Company и Order Bushnell and Glessner Company, производители различного сельскохозяйственного оборудования. Идея создания International Harvester состояла в объединении усилий с целью увеличения прибыли, расширения ассортимента продукции и укрепления позиций на сельскохозяйственном рынке. Но в связи с их объединением существует и некоторая путаница. Например, в некоторых современных каталогах тракторы McCormick, Deering, Farmall и International Harvester значатся как машины разных производителей. В действительности же McCormick, Deering и Farmall начала 20 века – это продукт International Harvester. Как позже техника International Harvester и J.A. Case стала продукцией компании Case IH. А в 1999 уже не стало и компании Case IH, так как она объединилась с компанией New Holland, образовав CNH Industrial. В 2013 году в их состав вошла и итальянская компания Fiat, и возникла современная структура под названием CNH Industrial NV. На сегодняшний день самостоятельных компаний International Harvester, J.A. Case и New Holland не существует. Все это бренды одной корпорации. Но вернемся в начало прошлого века. Основными соперниками International Harvester выступали несколько пионеров отрасли, каждый из которых предлагал свои уникальные решения. Одним из родоначальников тракторной индустрии считается компания Hart Par. Их первый трактор, построенный зимой 1901 года, весил 5 тонн и развивал мощность до 30 лошадиных сил. К 1907-му компания наладила серийное производство модели 3060, которая за свою надежность получила прозвище Old Reliable. Hart Par были первыми, кто применил на тракторе масляное охлаждение, газораспределительный механизм с клапанами в головке цилиндров и принудительную смазку двигателя. Их тракторы стоили от 2 до 3 тысяч долларов, что по тем временам было очень дорого. Революционным на рынке стал и 12-сильный трактор Little Bull 512 Bull Tractor Company. Он весил 1360 кг и стоил всего 335 долларов, что позволило ему быстро завоевать рынок. Однако стоимость достигалась за счет соответствующего качества. Тракторы оказались крайне ненадежными и плохо справлялись с тяжелой работой, но низкая стоимость позволяла прикрывать на это глаза. Противоположный подход представляла компания Ramley Oil Pool. Они строили тяжелые, выносливые машины, работающие на керосине. Модель Type F весила около 6 тонн, оснащалась одноцилиндровым двигателем с диаметром цилиндра 254 мм и ходом поршня 305. Уникальной особенностью Ramley стала система масляного охлаждения и способность работать на любых сортах керосина при любой нагрузке. Стоимость этих машин начиналась с отметки около 4000 долларов. Тракторы International Harvester Type A выпускались в нескольких модификациях. Базовая модель Type A12 HP, выпущенная в 1908 году, оснащалась 12-сильным одноцилиндровым двигателем International Harvester Famous объемом 8,7 литра. Диаметр цилиндра 190 мм, ход поршня 305 мм.
Рабочие обороты составляли 240-290 оборотов в минуту. Масса трактора 4082 килограмма. Емкость топливного бака 95 литров. Вид топлива – бензин. Более мощная модификация Type A20 HP комплектовалась двигателем объемом 14,8 литра. При тех же оборотах этот двигатель развивал 20 лошадиных сил, что позволяло работать с 4-корпусным плугом, в то время как младшая модель могла работать только с 2-корпусным. Масса трактора увеличилась до 5443 кг. Конструктивно Type A использовал шасси, разработанное предприятием Agaya Manufacturing Company. Рама изготавливалась из швеллера, передняя ось поворачивалась вокруг центральной стойки, управление осуществлялось цепями, прикрепленными к балке и соединенными с рулевым валом. Первые тракторы International Harvester оснащались примитивной испарительной системой охлаждения, заимствованной у стационарных двигателей. Вода подавалась на вертикальные экраны, стекала вниз, частично испарялась, охлаждалась и собиралась в нижнем резервуаре для повторного использования. Объем системы охлаждения составлял 220 литров. Эта система имела серьезные недостатки. Высокая потеря воды при испарении, низкая эффективность в жаркую погоду и замерзание зимой. Однако отказаться от подобной системы охлаждения компания смогла только в следующем поколении тракторов. Трансмиссия первых моделей базировалась на фрикционной передаче Мортона, основателя Agaya Manufacturing Company, применявшего эту систему на своих грузовых автомобилях. На конце коленчатого вала был установлен 12-дюймовый ведущий шкив, а рядом с ним располагалось 50-дюймовое ведомое колесо. Внутри ведомого колеса был дифференциал, распределяющий крутящий момент между зубчатыми передачами колес. Двигатель мог перемещаться вперед и назад. Когда двигатель перемещался назад, шкив прижимался к ведомому колесу и включалась трансмиссия. Когда двигатель перемещался вперед, передача отключалась. В 1909 году фрикционная передача была заменена зубчатой. International Harvester Type B20 HP представлял собой развитие концепции Type A и выпускался параллельно. Он получил улучшенную трансмиссию и доработанную систему охлаждения. На тракторе была установлена двухскоростная коробка передач, которая позволила оптимизировать работу в различных эксплуатационных условиях. Низкая передача для тяжелых полевых работ, высокая для транспортных. Масса трактора увеличилась до 5715 кг. Сборка Type B осуществлялась как в цехах International Harvester, так и в подразделениях Agaya Manufacturing Company. Наиболее совершенным трактором серии стал разработанный в 1909 году International Harvester Type C. Он получил доработанную систему смазки, более надежную систему зажигания и систему охлаждения двигателя с улучшенной циркуляцией жидкости. Также он имел усиленную раму и трансмиссию и получил самые большие колеса в серии. Масса трактора 6123 кг. Сердцем всех тракторов серии был одноцилиндровый двигатель семейства International Harvester Famous, представлявший собой адаптацию стационарных силовых установок. Он имел боковое расположение клапанов и систему зажигания Make and Break, работающую от магнита. Отличались двигатели только диаметром и ходом поршня. Регулятор оборотов двигателя работал по принципу Hit and Miss. При превышении заданных оборотов выпускной клапан удерживался открытым, что вызывало пропуск рабочих тактов. Когда обороты двигателя возвращались в норму, газораспределительный механизм возвращался в штатный режим работы. Эта система обеспечивала стабильные обороты при переменных нагрузках и создавала характерный звук работы, по которому можно было узнать эти двигатели даже на расстоянии. Расход топлива тракторов International Harvester в зависимости от нагрузки и условий работы составлял от 8 до 12 литров в час. Первые тракторы International Harvester позиционировались как универсальные силовые установки для разнообразных сельскохозяйственных операций, но в реальности их возможности были сильно ограничены. В основном они работали в качестве стационарных двигателей для привода молотилок, соломорезок, кормодробилок и другого сельскохозяйственного оборудования.
В этом качестве машины International Harvester показали себя достаточно надежными и экономичными. Полевые работы были ограничены такими операциями, как баранование, культивация и посев. Работа с плугами стала возможной лишь после замены фрикционной передачи в трансмиссии на зубчатую. Наибольшей популярностью машины пользовались в штатах Великих Равнин – Канзас, Небраска, Северная и Южная Дакота. В более восточных районах с небольшими полями, тяжелыми глинистыми почвами и сложным рельефом тракторы International Harvester показали себя средне. Они имели низкую маневренность и проходимость. В зависимости от модификации стоимость International Harvester Type A, Type B и Type C в начале прошлого века составляла от 1000 до $1500. Это примерно 30-40 тысяч в переводе на нынешний эквивалент. Производство Type A продолжалось с 1908 по 1911 год. Было изготовлено 875 машин. Type B выпускался с 1908 по 1913. Этой версии было изготовлено 684 единицы. Точных данных о количестве произведенных Type C нет. Эта модель производилась только в 1909. До сегодняшнего дня сохранить удалось лишь единицы. Тем не менее, спустя более чем 115 лет некоторые экземпляры все еще на ходу. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока.